Icy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании Kiwi стоимостью $129. И приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании, а также указано название этой новой модели iRosa. Ну а тут уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя. Чувствительность составляет 105 дБ, и они получили сопротивление 15 Ом, поэтому на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Совершенно обычный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Небольшой фирменный кейс. И 3 набора силиконовых амбушюр. Наушники очень небольшие, лицевая панель у них выполнена из алюминиевого сплава, а внутренняя часть из черной медицинской смолы. Смотрятся они, как по мне, довольно интересно и в какой-то степени даже необычно. На лицевой панели здесь имеется небольшое вентиляционное отверстие и надпись Kiwi на обоих наушниках. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части находится единственное отверстие для компенсации, которое свою функцию выполняет хорошо, поэтому проблем при использовании наушников с вакуумом совершенно не возникает, что не может не радовать. Да и звуковод тут совершенно стандартный. Он металлический, имеет диаметр 5,9 мм, четкий бортик для более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. Ну и с посадкой и удобством, как вы понимаете, друзья, тут все отлично. Наушники по сравнению с другими различными гибридными гигантами довольно небольшие, сидят в ушах очень плотно и к посадке вопросов никаких нет. Да и звукоизоляция находится на очень высоком уровне. В общем, в этом плане тут, ребята, полный порядок. Использовать их можно как с комплектными амбушюрами, благо выбор довольно большой, так и с любыми другими, что вам больше понравится. Но приобрести наушники Kiwi iRosa вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Linsol, либо на их официальном сайте linsol.com. Все ссылки на покупку наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Kiwi iRosa, и вот так выглядит и график частотной характеристики. И эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с крайне плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь имеет четкое соответствие моему таргету, что лично меня очень радует. Поэтому эти наушники в этой области не звучат как-то излишне резко или агрессивно, и баланс тут, как по мне, ребята, просто идеально сохранен. Да и высокие частоты меня тут прям удивили, так как они очень продолжительные и не имеют каких-то резких пиков или провалов, и лишь уже очень плавно затухают после 17 кГц. Что является очень хорошим результатом. И как вы понимаете, вопросов к тюнингу тут никаких нет. Все выполнено очень грамотно, без каких-то экспериментов, и можно сказать, здесь просто соблюден идеальный баланс. Ну а теперь давайте лучше, друзья, разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках обладают заметной мощью, все-таки 10 дБ, это уже очень такое хорошее и заметное усиление. Но отмечу, что их мощность тут представлена не в ущерб точности, так как бас здесь панчевый, супер собранный и, что самое-то главное, максимально контролируемый. Он не давит на вас каким-то чрезмерным массивным напором, а наоборот, демонстрирует предельно четкую текстурную прозрачную подачу, поэтому буквально каждый басовый удар ощущается как быстрый, энергичный, с характерным таким импульсом, при этом структура баса в этих наушниках остается крайне воздушной и не перегруженной какой-то дополнительной густотой. И саб-бас в этих наушниках выражен прям отлично, и он не просто присутствует, а ощутимо так задает необходимую глубину и фундамент, но делает это без какого-либо лишнего бубнения или размазанности в своей подаче, так как в своей подаче он максимально так собран, плотен и никогда не выходит из-под контроля, сохраняя буквально идеальную разборчивость даже в сложных многослойных аранжировках. Причем отмечу, что атака у баса действительно резкая, прям с такими четкими границами и отлично заложенной энергией,
Поэтому любители электроники, да и в целом любой современной музыки тут точно останутся довольны, так как имидбас тут очень четкий, отлично проработанный и без какого-либо малейшего намека на рыхлость. Тяжелые басовые партии передаются живой и естественной динамикой, излишне как-то не навязывая своей подачи, но при этом сохраняя ощутимую физическую составляющую, которая, как по мне, очень необходима в любых наушниках, особенно без использования костного излучателя. Да и ударные инструменты звучат очень плотно и максимально очерченно, без какого-либо размытого гудения или чрезмерной какой-то аналоговой мягкости. Да, контроль низких частот в этих наушниках действительно впечатляет, так как даже на супер каких-то насыщенных электронных треках бас остается структурированным и максимально собранным, абсолютно никак не раздувая общую звуковую картину, что я считаю очень важным фактором при выборе наушников. И конечно, при сравнении с уже более явно басхедными моделями, как например Kiwi Ear Sponge, на них обзор, ребята, тоже скоро выйдет, эти наушники не уходят в какие-то крайности, вот такие басхедные. Здесь нет у них чрезмерного такого же давления или вот этого мощнейшего, я бы прям сказал, потока низких частот, но при этом бас в этих наушниках, ребята, действительно ощущается достаточно мощным, на уровне T-Audio Hype 4 или Zigato Odyssey, и насыщенным и очень воздушным в своей подаче. То есть да, в жанрах там вроде рока, джаза или инструментальной музыки это дает буквально великолепную разборчивость, где каждая бас-гитара или контрабас звучат с очень естественной текстурой, без какой-то там лишней раздутой перегруженности. А в электронной музыке мы получаем просто отличный энергичный драйв с хорошим балансом между плотностью и скоростью, поэтому звучание в этих наушниках остается живым и максимально наполненным. Но в области средних частот Aeroza демонстрирует буквально удивительную прозрачность и воздушность, но при этом я отмечу, что подача этого диапазона остается очень нейтральной, сдержанной и аккуратной, так как в области верхней середины здесь нету какой-то там неприятной агрессии или яркости, чрезмерного такого насыщенного добавочного драйва, поэтому серединка, ребята, в этих наушниках звучит очень тембрально, естественно, плавно и сбалансированно, то есть ровно как я люблю. Да и думаю, не только я, так как я надеюсь, что любителей именно вот такой подачи еще очень много. Ну и вокал в этих наушниках подается очень чисто, насыщенно и разборчиво, но без какой-то там лишней навязчивости или избыточного акцента на себе, так как он не сильно вылезает вперед по построению в звуковой сцене, как в наушниках уже с Harman настройкой и большей энергичностью в области верхней середины, а наоборот, ребята, он тут очень аккуратно и буквально вливается в общую звуковую картину, сохраняя заметное ощущение легкости и простора. Женские же и мужские голоса звучат очень естественно, с хорошей такой слоистостью и плотностью, но без дополнительного усиления эмоциональности или искусственного подчеркивания микродеталей. И это делает вокальные партии очень ясными и детальными, но при этом совершенно не крикливыми, не перегруженными лишними нюансами, которые вас наоборот только отвлекают от прослушивания музыки. Так согласитесь, что порой это, ребята, не всегда уместно, я считаю. Если, например, вы просто хотите взять и погрузиться в музыку и прочувствовать всю композицию, не обращая внимания на всякие мелкие нюансы, вроде дыхания вокалиста и все в таком духе. Да и инструменты в этих наушниках, как по мне, передаются с отличной тембральной точностью, но без какого-то там избыточного тепла или окрашенности в своей подаче. Гитары, струнные, духовые, все звучит максимально утонченно, с хорошим разделением, но без какой-то лишней экспрессии, что я считаю очень важно, если вы не любите слишком энергичное и дерзкое звучание. Поэтому те же электрогитары в роке ощущаются хлестко, с хорошим хрустом, но не агрессивно. А акустические инструменты в джазе, например, в классике, передают буквально такое хорошее, естественное ощущение объема и пространства всей звуковой картины. И как по мне, очень хорошо, что средние частоты в этих наушниках сохраняют отлично выдержанный баланс между аналитичностью и музыкальностью. Они не звучат как-то сухо или безжизненно, но и не стремятся искусственно добавлять вам какие-то лишние эмоции. В результате звук в этих наушниках остается предельно точным, прозрачным и естественным, без каких-то там резких пиков или упрощенной сглаженности, как уже в более простых наушниках. Поэтому, как по мне, ребята, это отличный вариант для тех, кто ценит чистую детализированную середину без лишней перегруженности или чрезмерно подчеркнутой выразительности. Но высокие частоты в этих наушниках отличаются в первую очередь высокой техничностью и аналитичностью, и просто шикарной прозрачностью и воздушностью, с буквально идеальным балансом. И меня радует, что здесь нету какого-то намеренного сглаживания
вибрирования или приглушенности, а напротив, есть даже такая небольшая добавочная акцентуация, которая подчеркивает как детализацию, так и делает звучание на выходе более четким, разборчивым и очень информативным. Атаки тарелок, шейкеров, перкуссии, все звучит очень точно, с быстрой и естественной динамикой. В этом диапазоне абсолютно точно нет какой-то грязи, вуали, темноты или искусственного смягчения, так как при прослушивании сразу заметно, что каждый звук очень четко очерчен и подается с отличной слоистостью и даже с некоторой приятной такой остротой. При этом высокие частоты не скатываются в какую-то сухую стерильность, а сохраняют буквально хорошее ощущение легкости и прозрачности, без какой-то навязчивой жесткости или металлического привкуса, характерного как раз для некоторых очень дешевых арматурных излучателей. А здесь же, ребята, с этим полный порядок, поэтому к вопросу качества самих излучателей претензий никаких у меня нет. Причем и в классике, и джазе этот диапазон раскрывается особенно хорошо. Струнные, медные, духовые, тарелки, все звучит прям с потрясающей разборчивостью, но без какой-то излишней агрессии. А в электронной музыке и металле верхний диапазон очень так хорошо добавляет четкость и скорость атаки, делая звучание на выходе более собранным и детализированным. И важно, ребята, как по мне, это то, что эти наушники дают нам именно техничную и аналитичную подачу высоких частот, прям как я люблю, но без какой-то там неприятной резкости или утомительной колкости. Они не маскируют нюансы записи, а наоборот даже хорошенько так подчеркивают текстуры и мельчайшие оттенки звучания, различные послезвучия, сохраняя при этом самое-то главное комфорт и естественность подачи. И как по мне, ребята, это именно те высокие частоты, которые действительно раскрывают детали и делают звук кристально чистым, но без каких-то ненужных искажений или арматурной окраски. Ну а звуковая сцена в этих наушниках ощущается умеренно широкой и с большим акцентом на глубину и точное позиционирование инструментов. Это не прям такая супер просторнейшая и раздвинутая подача, как уже у более открытых моделей, но при этом сцена в этих наушниках точно не кажется какой-то зажатой, так как пространство ощущается очень естественным и хорошо организованным, как уже в более дорогих моделях. Ширина сцены в этих наушниках достаточно, чтобы избежать эффекта, так скажем, туннельного звучания. Инструменты точно располагаются не в одну кучу, а с хорошей такой и заметной разнесенностью по панораме, влево или вправо. В живых же записях можно отчетливо услышать как расположение самих музыкантов, так и разницу между каналами и естественные какие-то фоновые легкие реверберации. Однако именно глубина сцены здесь проработана особенно хорошо. Kiwi Ears Aeroza создают такое заметное ощущение слоистости. Ближние и дальние планы четко разделяются, формируя буквально трехмерную звуковую картину. Например, барабаны и бас-гитара в рок-композициях располагаются чуть глубже, за вокалом, а реверберация инструментов помогает вам передать вот это все пространство всего зала. Причем отдельно стоит отметить разделение инструментов, так как здесь нету какой-то размазанности образов или наложения звуков друг на друга, как уже у недорогих моделей, а наоборот, тут буквально каждый инструмент сохраняет свою четко выверенную позицию, а вокал уже уверенно занимает весь центр сцены. Это особенно заметно в сложных аранжировках, где важно четко как раз таки слышать каждый звуковой элемент. Например, в металле гитары, ударные и вокал не сливаются в какую-то непонятную скомканную одну кучу, а в оркестровых записях сохраняется буквально хорошая четкость расположения всех групп инструментов. И подводя итог, эти наушники демонстрируют сцену с хорошей шириной, но как по мне, с еще более впечатляющей глубиной и локализацией. Они создают очень естественное, комфортное пространство, которое отлично подходит для сложных многослойных композиций, живых записей, рока и электронной музыки, где важно ощущение глубины и движения звука. Ну а вывод по гибридным наушникам Kiwi Ears Aeroza у меня получился таков. Это действительно очень хорошие и грамотно настроенные наушники с отличным текстурным басом, нейтральной серединкой и чуть более подчеркнутой областью высоких частот. Но зато, ребята, здесь мы имеем поистине очень прозрачное, техничное и детальное звучание, которое оценят многие аудиофилы. И самое главное, что здесь очень радует меня, это крайне сбалансированная и универсальная подача, которая отлично раскрывает абсолютно разные музыкальные жанры. В общем, от себя я эти наушники смело рекомендую к покупке. А ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.